Не, это не то видео, что мы ищем. Сейчас будет правильное. И, кстати, формула должна быть политически выверенной. Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами я, Артем Новожилов, и сегодня Имперское управление вооружений дало мне задание представить вам новинку от компании «Звезда», модель имперского звездного разрушителя в масштабе 1 к 2700. И по хорошей традиции, истории сперва немного. Собственно, сам класс звездных разрушителей был известен задолго до становления Империи Галактической. В частности, одно из первых упоминаний корабля такого класса относится к периоду за 3000 лет до рождения Империи. Это был корабль одного из лордов ситов «Рассекатель». Тем не менее, до начала войны клонов это в основном были единичные корабли, строившиеся ограниченными сериями. Но с началом войны армия республики получила новые тяжелые крейсера типа «Аккламатор» и «Венатор», которые уже можно было считать полноценными звездными разрушителями. Тем не менее, к концу войны их конструкция уже устарела, и к 19 году до битвы при Явине на вооружение поступил звездный разрушитель класса «Имперский», ставший одним из самых узнаваемых символов империи Палпатина. Являясь, так сказать, становым хребтом имперского флота, эти корабли проектировались равно подходящим и для линейного боя, и для глубоких экспедиций в автономном режиме. Также корабли класса «Имперский» зачастую служили флагманами для десантных операций, неся на борту большое количество как истребителей, так и наземной бронетехники. Таким образом, можно смело сказать, что имперским инженерам удалось создать действительно универсальный корабль, который полностью соответствовал своей задаче. Недаром именно он служил в дальнейшем отправной точкой для создания целого семейства кораблей имперского флота. Но вернемся к модели. Упаковка выполнена из плотного картона и схожа по размеру с двумя другими кораблями от «Звезды» – «Черной жемчужиной» и «Барком Крузенштерн». Дизайн упаковки выполнен в необычном для компании звездном стиле. На мой взгляд, это делает модель отличным подарком даже без учета содержимого. Итак, на фронтальной стороне изображен сам звездный разрушитель класса «Имперский», ведущий бой с войсками так называемого Альянса повстанцев. И, как можно заметить, весьма успешный бой. Обратная сторона упаковки показывает детали корпуса более подробно. Так, здесь мы видим ионные двигатели, здесь показаны турболазерные батареи, эта врезка содержит люк ангара, а здесь мы видим вид на командный пост. Особый интерес представляет низ коробки, поскольку там указаны цвета, необходимые для окраса. Как цвета? Цвет! Ведь почти все звездные разрушители имели монотонно-серую окраску. Также здесь приведены данные о масштабе, размерах, к слову, длина корпуса достигает 60 см, и количестве деталей. Скажу честно, я предполагал, что деталей будет несколько больше, но логика конструкторов понятна. На модели подобного масштаба делать мелкие детали еще и сборными не совсем рационально. Внутри коробка разделена на 3 отсека. В первом, наибольшем, находятся детали корпуса корабля и инструкция. Второй и третий отсеки также сделаны под размеры конкретных ледников, и это очень удобно. По хорошей традиции, начнем мы с инструкции. Она сделана в нетипичном для компании виде брошюры, и это, на мой взгляд, несомненный плюс. Также заслуживают однозначного одобрения плотные листы с глянцевым покрытием. На первом развороте приводится расположение деталей на литниках и немножко политинформации. В принципе, здесь нет ничего нового. Новинки начинаются со второго разворота. Здесь каждый этап проиллюстрирован дважды. В правой части идет уже знакомое нам описание операции по склейке, а на левой показано расположение этого этапа на общем плане корабля. Благодаря этому сборка интуитивно понятна. Плюсом к этому служит то, что конструкторы не перегружают отдельно взятый этап количеством операций. Завершая разбор инструкции, не могу пропустить последний разворот.
на котором показывается расположение и название наиболее значимых узлов и агрегатов звездолета. Теперь внимание свое на пластик обратим. Корпус состоит из 5 частей, упакованных в 2 пакета. В первом лежат детали, образующие верхнюю и нижнюю части корпуса. В отдельном пакете располагается кормовая часть с пилонами двигательных установок. Детали выполнены из толстого и прочного пластика, что немаловажно, если вспомнить про габариты готовой модели. Как можно заметить, кормовая часть легко сходится как с верхней, так и нижней частью корпуса, что дает надежду на хорошую стыкуемость. Во втором отделении лежат 2 одинаковых литника с деталями двигателя, генераторами силового щита и батареей турболазеров. Облоя на деталях не наблюдается вообще, что, впрочем, неудивительно, ведь Лорд Вейдер лично наблюдал за постройкой. В последнем отсеке находятся 3 пакета с литниками. Рассмотрим их поподробнее. Первый пакет содержит детали верхней надстройки корабля. Вновь обращает на себя внимание хорошая детализация, что в последнее время все чаще можно увидеть у отечественного производителя. Второй пакет в основном содержит в себе боковые панели корпуса с орудиями средней мощности, вот они, и основание мостика, в частности вот и вот. Вообще, если говорить об этих панелях, то надо заметить, что помимо всего прочего, они прикрывают собой стыковочный шов верхней и нижней части корпуса, что несомненно облегчит сборку, ведь шпаклевать стыки нужно гораздо меньше. Содержимое третьего, последнего пакета в основном представлено деталями командного поста и каркасными элементами. Дело в том, что такую большую конструкцию может повести при склейке, и поэтому внутрь корпуса устанавливаются распорки, препятствующие этому. Подводя итог, могу сказать, что модель мне понравилась. Конечно, в ней присутствуют некоторые огрехи, но они легко компенсируются качеством отлива, а также редкостью, главное, размерами модели. Для окраски и сборки модели вам понадобится клей, кусачки и модельный нож, а также краска. Я взял на себя смелость обдумать цвета для корабля от различных производителей. Это XF75 от Tamiya, H22 от Ганзы и C317 от той же Ганзы. Заходите, они всегда есть в наших магазинах. А еще у нас есть печеньки. Итак, я по приказанию Лорда Вейдера ставлю этой модели 5 баллов. И да пребудет с вами сила!